Всем привет! На прошлом занятии мы вам, новичкам, объясняли основные приемы, простые самые, да, это вот черт с прокрутом. Вот. На этом занятии по просьбам трудящихся в интернете пишут ребята, вот, просят очень показать перехваты. Вот, на этом занятии, собственно, мы их будем показывать. Еще что хотелось бы показать, это хваты за шашку, да, как вы ее держите. Вот. В общем, когда берешь просто под гусек, да, вот таким видом, это называется обычный хват, да. Далее, для рубки некоторые рекомендуют палец ставить на эфес, да, большой. Вот, это называется хват европейский, и во время рубки у вас более точно идет лезвие, да, под правильным углом. Вот. Вот этот хват для фланкировки, который идет, вот этот вот, он называется черкесский хват. То есть, это по старым всяким книжкам, да. Вот этот хват черкесский. Некоторые крутят так вот. Вот этот хват называется, когда ты держишься за гусек, это казачий хват. Вот. Гусек выходит между третьим и четвертым пальцем, да, и он, в принципе, нормально держится. Даже можно сказать, это нужно сразу учиться, держать тогда. Вот. В принципе, удобно, но за гусек казачьим хватом держать лучше шашки кавказского образца, такого плана, да. Почему? Потому что гуськи у них разные, да. Вот эти два гребня, так называемые, да, они на самом деле, когда вы держите за них, да, они здесь очень пальцы натирают, и неудобно все это держать, да. Вот. Кстати, вот реклама шашки тоже Кизляр, да. Вот, для фланкировки, кстати, рекомендую, она тоже из правильной стали, гнется вся. Вот. Нержавейка, Кизляр. Не погружная, но желательно брать погружную. Если такие будут, берите, они дешево стоят, вам для обучения будет вообще идеально. Летая ручка, ничего не болтается, да. Ну, рубить вы ее не сможете, хотя, в принципе, сможете. Вот она даже в тупом состоянии, на самом деле, ветки рубит неплохо, не суть. Вот. Что сегодня? Продолжаем, да. Повторяем, кто не повторил. Заодно и разминаемся. Черт с прокрутом. Кстати, еще черт бывает, вы рубите назад, выносите вперед и еще раз прокручиваете, и тогда только назад. То есть двойной вот такой получается. Прикладное значение имеет, просто получается красиво, никакой рубки, ни к боевому, ничего это не относится, да. Вот, так. Основу техники безопасности повторяем, выезжаем куда-то, берем с собой жгут, бинт, вату, зеленку, перекись водорода, не знаю, какие-нибудь пластыри. Вот, далее длинный рукав, перчатки. Я тут раз говорил, в перчатках неудобно, но покажу вам в перчатках сегодня. Сам попробую, уже давно не пробовал. Перчатки желательно такие, прям обтягивающие, чтобы они не скользило, не выскакивало, ничего. Вот, далее головной убор плотный, рукава длинные, штаны, которые не жалко, потому что поцарапать можете, и с закрытым голенищем обувь. Потому что один раз такое было, что я крутил, вот такую вещь делал, да, и у меня как-то неудачно так раз, и по пятке себе рубанул, долго потом заживало, и было очень неприятно ходить. Теперь начнем с перехватом. Как вот говорил Паша Поляков, да, я его рекламу делаю, так сказать, потому что я по его видео учился, собственно, почему бы и нет, да. Вот, он как-то там, у них немножко с камерой проблемы, у них качество видео не очень хорошее, издалека снимают, не так видно, да, у нас качество видео получше идет. Вот, по поводу перехвата. В основном ваша стойка, то есть ноги на ширине плеч, даже можно чуть присесть, да. Вот, основное перехват, для чего он делается. Если вы занимаетесь верховой ездой, вот, в принципе, они вам будут важны, но основной перехват, на самом деле, как так называемый боевой, это один единственный. Вы поднимаете руку для рубки, рубите, поднимаете руку, перехватываете во вторую руку под гусек, рубите вторую. Все, больше никаких боевых перехватов не существует. Все остальное это красота, фланкировка, крутка, как хотите называйте, в бою это вам не
понадобится, потому что шашка это оружие одного удара. Вот, и никто вам не даст возможность крутить, потому что пока будете крутить, вас уже там на пятаки порежут уже. Вот, смысл. Поднимаем, вторую руку хватаем под гусек, опускаем. Поднимаем, вторую руку, когда мы поднимаем, она берет лезвие. Вот. И так, раз. Просто держите, ничего страшного, это нормально. Вы должны все равно это делать, иногда пригодится. Да? Вот. Раз, два. То есть один хват у вас идет черкесский, да, когда вы поднимаете. Второй хват у вас идет простой, обычный. Вот, вы берете. Поднимаете простым, забираете черкесским. Поднимаете черкесским, забираете простым. Вот. Далее. Следующий перехват. Он, в принципе, тоже из простых, в принципе, смотрится красиво. Вот когда вы черта с прокрутом делаете, да, вы шашку выводите вокруг себя и кладете себе в руку. То есть, когда вы шашку выводите сюда, вы эту руку сразу поднимаете и кладете себе ее сюда. Вот. Выглядит так. Раз, два, три. И сразу можете рубить, в принципе. Как бы красиво, да, если у вас здесь точка стоит, с какой-нибудь лозой. Вот, вы крутите, там что-то показываете, там подбрасываете, потом раз, хоп, хоп, и рубите. В принципе, так, неплохо, да? Показушно смотрится. Вот, как это делается? Выводите, руку поднимаете, кладете, забираете. Выводите, руку поднимаете, кладете, забираете. Поднимаете, кладете, забираете. Поднимаете, кладете, забираете. И вот так немножко побыстрее как бы это получается. В принципе, неплохо смотрится, да? Вот. Главное на инерции, если будете быстро делать, имейте в виду, что должна быть определенная инерция. Вы как бы ее, хоп, то есть, как бы не просто вы ее там, да, кладете, и она так раз упала у вас. И просто этот момент нужно обязательно ловить, там, инерционный, да? Вот хлоп, и как бы ее, хоп, так, то есть она падает, а вы ее одновременно приподнимаете, да? Вот, тогда шашка у вас сама полетит сюда. Вот. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Следующий перехват. Просили меня показать, как делается перехват сзади. То есть, вот вы крутите, да? Одной рукой покрутили, вам надоело, вы хоп, перехватили. Смысл в чем? Когда вы крутите, выводите назад, у вас, вот, как бы, желательно выводить назад на два пальца. То есть вы держите одним, да, черкасским хватом, назад вы выводите уже на двух. То есть это надо ловить момент, это как бы, да, немножко ее, вот, то есть вы назад будете выводить, вот вы держите, да, назад выводить будете, и немножко как бы палец такой скользит вверх, и второй берет ее. Для чего это делается? Это делается для вашего удобства, потому что далее вы можете схватить ее только, если вы так не сделаете. То есть, если вы сделаете просто обычным черкасским хватом, да, вы назад ее бросаете, обычным черкасским хватом, бросаете назад, и вам придется ее брать просто под гусек. Что в дальнейшем, если вы не занимаетесь фланкировкой именно обычным хватом, да, это не очень удобно, в принципе, как бы можно, да, вы ее выведете, да, и там как-то перехватите, там, незаметно для кого-то, да, чтобы это красиво было. Это будет так, если вы не сделаете на два пальца. Если вы делаете на два пальца, выводите назад, вот вы выводите назад, у меня уже два пальца, видите? То есть я держу уже не на этом, а на среднем пальце. Вот так. Выводите назад, заводите вот, на два пальца. Эти я вообще как бы не касаюсь. Держу вот так вот. Заводите назад. Вы тогда, поднимая средний палец, имеете возможность взять шашку правильным вашим черкесским хватом, которым вы их фланкируете. Еще раз. Выводите назад. Вот у меня два пальца, да? То есть был один, но когда я вывожу ее назад, она как бы немножко вперед отклоняется, мне удобно второй палец сюда поставить. Вот, выводите назад, прокручиваете, палец убираете средний. Вот видно руку? Вот.
И у вас такая штука получается. Вот. Хлоп, и вы уже берете вторую руку. И погнал. Единственное, что неправильно получается, как бы выводишь обухом, но в принципе можно прилочиться и выводить ее. Хоп, хоп. И вы выводите лезвие. Не обухом, не вот так вот она берет. Как не надо, а как надо. Вот, вот, еще раз. Раз, два, три. Раз, два. Видно? Угу. Вот сбоку покажу. Раз. Пальцы убрал. И держу ее как бы вот так. Вот. У меня сзади за спиной, вот моя спина, да, и вот мои пальцы вот так. Раз. И освобождается место как бы для второй руки у вас. Чуть странно развернул. Раз. Хватаем. Два. Раз. Два. Раз. Два. То есть она, видите, обухом вверх. Да, это правильно. Вот. Надеюсь, в принципе, нормально, да? Ну, это достаточно. Теперь есть более сложные перехваты. Честно говоря, когда учились в самом начале, было страшно их делать, потому что делали дома. Вот. И шашка, в принципе, улетала там. Всевозможные диваны, кресла там рубила и все остальное. Лучше учитесь делать на улице, на траве там, чтобы не на камнях, не на асфальте, потому что пораните, скажем так, свою заточенную железку, и будет вам очень жалко, обидно, за нее деньги отдали. Она вот такая вся покоцанная, скажем так. Пока делается не так. Берете шашку обычно вашим черкесским хватом, вот этим пальцем большим ее, как бы, здесь ладонью вниз опускаете, да, а большим поднимаете. Вот. Хлоп, и руку вторую. Вторую руку не так, а вот так. Вот так у вас получится. И берете ее. Ну да, она у вас выше получится, но это ничего страшного. Вот. Раз, два. И, то есть, раз, два. Раз, два. То есть обычные такие перехватики, они, в принципе, очень легко делаются, но страшно в первое время. Потому что особенно когда быстро. Когда не поймешь там, да? Не надо ничего, быстро там все это, ну там всякие пусть ребята там крутят, быстро там, учатся быстро, да? Учитесь медленно, никогда не поранитесь, никого не порежете, не порубите мебель, там, не знаю, что будет. Вот. Итак, раз, кладете в руку прям. Эти пальцы разгибаете, она у вас висит вот на этом пальце. И прижимается как будет сюда, вот так. Раз. Раз. Два. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Следующий перехват для красоты, чтобы у нас получалась вот такая вещь. Хоп, черт, выводим. Раз, два, три. Вообще класс получится. Продолжение, да, вашего перехватика. И опа, и вот так. Это сложно. Честно говоря, сложно. Ну, когда поймете, это вообще, ну, это легко будет. Даже думать не будет. Смысл в чем? Вот вы валите назад, да, делаете перехват. И далее также поднимаете шашку просто этой рукой. И валите ее вперед. И чисто в теории, как бы, да, вы можете, как бы, валите ее вперед и сразу берете второй рукой. Просто берете. Некоторые делают, на самом деле, как бы подбрасывают. Ну, это уже потом научитесь. Сначала вам нужно сюда, сюда, сюда и хватаете ее. Оп. То есть вот такая вот штука получается. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Взяли. Три. Перевернули. В общем, смотрите, мы разучили определенные движения, да. Что с прокрутом, там, перехватики эти, да. Вот. Вот эти основные перехватики. Вот, перехват сзади. Вот. Теперь как это все делается? Теперь можно построить, в принципе,
такое красивое движение, ну, оно очень простенькое, да. Ну, из того, что мы умеем, это, в принципе, уже неплохо. Это так классно смотрится, по кругу на шашке все будет летать. То есть мы начинаем черт с прокрутом, выводим вперед, делаем раз, два перехват, еще черт с прокрутом, сзади ловим, выбрасываем, вперед, еще раз. Черт с прокрутом, раз, два, три, сзади, выводим, бросаем, ловим, черт с прокрутом, раз, два, три. То есть вот так. Три, раз, два, раз, два, три. Черт с прокрутом, перехват, черт с прокрутом, ловим. Такая вот штука получается. Можно еще черт с прокрутом и вот так. Оп. Как бы хоп, выбросили вверх, сразу как бы, можно снизу делать, а можно раз, два, три, вот так. Раз, два, три. А как бы летать, порхать как будто бы будет. Снизу начинаем и вверх. Оп. Красиво получается, в принципе, неплохо. Прихватились там. Желательно и второй рукой так же самое делать все. Оп. Оп. В общем, вот так. Такие дела. Надеюсь, помогли. Задним перехватом показали, рассказали. Что там? Спасибо за просмотр, за предыдущие. Все, что надо, пишите в группу. Да, все, что надо, пишите в группу. Группа указана у нас в шапке канала. Вот. Желающим приехать в Подольский месяц. Да, есть у нас возможность на выходные выбираться периодически. Мы живем в Подольске, в Московской области. Приезжайте, вместе потренируемся. Все покажем на пальцах, как говорится. Ну, еще вот такой пожелание мое для вас, это чтобы оттачивать движение, да, если есть у вас возможность иметь большое зеркало и перед ним заниматься, это очень правильно будет, вы будете себя видеть, да, как бы, что вы делаете неправильно, почему она у вас так идет, а не так. Вот, зеркало это хорошо. Вот, все, всем спасибо, до свидания.